Друзья, привет всем! В этом видео я хочу вам представить мою новую утилиту, которая называется TeamRender Cloud Control, которая вам поможет организовать TeamRender ферму в облаке Amazon Elastic Compute Cloud. С помощью этой утилиты вы сможете легко и просто запускать виртуальные машины и на этих виртуальных машинах автоматически запускать сервер и клиенты, которые будут просчитывать ваши задания с помощью веб-интерфейса. Итак, как всегда, мы начнем со входа в консоль управления ресурсами Amazon Web Services. Здесь нам нужно вбить пароль. На этой странице переходим в раздел Elastic Compute Cloud и попадаем в консоль управления нашими виртуальными машинами. Сейчас у нас не запущен ни один инстанс, 0 running instances. Переходим в раздел AMI, и у меня здесь образ нашей виртуальной машины, который содержит в себе Cinema 4D R17 и настроенную программу TeamRender Cloud Control. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем здесь спот-запрос. Из типов инстансов выбираем GPU Instances и выбираем G2.2X-Large. На этой странице нам нужно указать определенную информацию. Это, во-первых, количество инстансов. У нас будет сегодня их будет 20. Дальше мы раз выбрали запрос под инстансов, соответственно, нам нужно выбрать максимальную цену, максимум прайс. И здесь минимальная цена около 12 центов. То есть мы возьмем здесь, поставим, например, допустим, пусть будет 20 центов. Дальше в следующих настройках зона доступности мы будем ориентироваться на зону доступности с самым дешевым. Это у нас будет 1А. Выберем здесь 1А. Placement Group мы выберем здесь Render. Либо можно создать новую группу размещения. Группа размещения очень важная настройка, особенно если вы собираетесь создавать кластер из нескольких инстансов. В данном случае TeamRender это своеобразный кластер. Почему? Потому что требуется очень качественная и очень скоростная локальная сеть. Именно Placement Group позволяет создавать именно такую локальную сеть. И IAM роль выбираем здесь админ. Жмем Add Storage. Здесь размер оставим тот же самый, то есть у меня по умолчанию 50 гигабайт образ, размер системного диска, на котором будет происходить рендеринг. Если подразумевается, что в процессе рендеринга будет генериться большое количество файлов, и они будут иметь достаточно большой объем, там десятки гигабайт, например, то имеет смысл на нужное количество гигабайт эту цифру увеличить. Переходим дальше, и здесь у меня будет рендер 1, например. И прежде чем Existing Security Group, я хочу выбрать рендер. У меня здесь есть другая настройка. Давайте с контролем откроем здесь новую страницу. Перейдем Placement Group, Security Groups. Выберем нашу группу Render. И у нее здесь на закладке Tags, здесь есть два тега. Давайте откроем две колонки. Render. Первый тег message, второй тег время. То есть у меня будет здесь по умолчанию действие, которое будет происходить с инстансами, когда у них упадет нагрузка. То есть они будут у меня останавливаться. Но так как это у меня спот инстансы, инстансы будут терминироваться. И idle time, время пусть будет 2 минуты. Итак, мы вернемся сюда, выбираем здесь render, review and launch. Все понятно. Все эти детали мы скроем. Жмем Launch. Выбираем здесь галку. Spot Requests. Смотрим лог. Здесь нам все согласовали. Смотрим просмотр. Вот наши 20 инстансов. 20 спот запросов на 20 инстансов. И нужно подождать теперь какое-то время, прежде чем нам согласуют, либо не согласуют вот этот state, параметр state состояния должен измениться с open на активный. После того, как мы разместили спот-запрос, нам не обязательно теперь здесь находиться и постоянно обновлять эту страничку и ждать, когда нам его согласуют, потому что утилита TeamRender Cloud Control, она автоматически после того, как инстансы запустятся, отправляет нам сообщение о том, что инстансы к работе готовы, и мы можем переходить уже непосредственно к загрузке задания. Поэтому мы можем теперь отвлечься на эти 10-15 минут, пока нам согласовывают наш запрос и пока инстансы запускаются, формируется Windows.
мы можем заняться своими делами и просто ждать, когда придет оповещение по электронной почте, либо на сервис PushBullet, как у меня настроено. Итак, через определенное время мне пришло оповещение на сервис PushBullet сюда. Приходит ссылка и вот такое оповещение: Team Render Cloud Control, группа Render 1 и текущая ссылка на ваш Team Render сервер, собственно, вот такая. Переходим по этой ссылке. Нам загружается страница Team Render сервер, и мы видим, что здесь загружены все инстансы. То есть давайте их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 17, 19. И вот появился 20. То есть они могут подгружаться не сразу, а где-то, может быть, с небольшой задержкой от 30 секунд до минуты. Но суть в том, что теперь у нас полностью собрана вся наша ферма. То есть загружаются все инстансы, и один из инстансов автоматически назначается на роль сервера. Вот он у нас сервер, который у нас выполняет функцию, собственно, распределения заданий. А все остальные автоматически принимают роль клиента. И включается мониторинг. Сейчас вот здесь статус мониторинг пуст. Давайте обновим страничку. И мониторинг переходит в режим ожидания стендбай. Я у сервера сделаю режим ожидания побольше, например, 10 минут, потому что сервер после окончания работы должен еще успеть отдать в облако скачанные файлы. И Team Render Action у сервера я поменяю не стоп, а сделаю M-стоп. То есть отправляет сначала сообщение, а потом останавливается. Кроме того, что у нас здесь непростые инстансы, это у нас инстансы после спот-запроса. То есть, соответственно, они останавливаться не умеют. Они могут только перезагружаться и могут только работать. Собственно, в режиме стоп их не бывает. Поэтому action, вот это действие, будет выполняться не стоп, а terminate. Если бы инстансы были обычные, как по запросу, то тогда бы они останавливались и просто прекращали работу, происходила остановка. Допустим, первый у меня будет лого. Жмем ОК, добавляем файл. Lightfog, старый мой проект. Там анимация логотипа, выполненная в 4К. Результаты рендеринга, который произошел на этой ферме, я обязательно выложу, и вы найдете их по ссылке в описании. И давайте запустим. Жмем старт. Переключаемся в статус монитор, на страницу монитора и смотрим, что все клиенты у нас подсвечиваются зеленым, то есть они нагружены. Можно загрузить следующую работу. Это у нас будет Алекс. Этот файл проекта мне дал Алексей Брин, чисто для целей тестирования. Жмем открыть. Там достаточно серьезная и очень такая нагруженная сцена. Мы ее загрузим, и она у нас пойдет на рендеринг во вторую очередь. И тоже посмотрим в сравнении, как быстро будет грузить эта ферма мощностью 10 тысяч Cinebench попугаев, как быстро она просчитает этот кадр один. Итак, друзья, пока идет у нас просчет, я подождал около получаса. Первая работа у меня рендерится 35 минут, 57% выполнено. Но самое главное, нужно понимать, сейчас у нас запущено 20 инстансов типа G2.2 Xlarge. Стоимость этих инстансов, у меня здесь есть специальная табличка, G2.2 Xlarge, у нас сейчас минимальная спот цена идет около 10 центов за один инстанс. Соответственно, умножаем эту цифру на 20 и получаем 2 доллара полностью за всю вот эту ферму в данном случае. Сейчас мы где-то израсходовали, то есть у нас сейчас идет первый час работы. Давайте выберем какой-нибудь инстанс, и вот мы видим, меньше чем 1 час идет работа. То есть в 4:50 launch time она началась, и сейчас 17:47, то есть буквально через 3 минуты уже будет первый час пройдет. И, соответственно, сейчас пока мы заплатили за все это только 2 доллара. Как только начнется следующий час, каждый неполный час работы инстанса оплачивается как полный. То есть буквально как только начнется следующий час, будет вычет 4 доллара, а не 2. Ну и автоматически результаты потом будут загружаться в облако. То есть у меня таким образом здесь настроено. Тоже одна из фишек утилиты Team Render Cloud Control.
сервер автоматически запускает внутри себя какую-либо утилиту, то есть для синхронизации результатов рендеринга. У меня там настроена утилита, которая называется Always Sync. Специальная утилита, которая позволяет делать элементарную синхронизацию файлов с каким-либо облачным сервисом, просто с папкой с какой-нибудь, с Яндекс.Диск может сделать через протокол WebDAV, с Amazon S3 тоже амазоновский сервер хранения файлов. То есть там у меня настроено через Always Sync, а соответственно с этим облаком у меня на моем компьютере идет синхронизация через Google Диск. И каждый раз, когда файлы из облака падают сюда, через определенное время они попадают ко мне на компьютер через Google Диск, и я уже могу открывать результаты рендеринга у себя на компьютере. То есть все происходит автоматически. Дальше, что я могу еще рассказать об утилите TeamRender Cloud Control. Как вы видите, здесь обязательно каждому инстансу задается имя, то есть render 1. В любой момент я могу поменять имя, то есть, например, если я хочу разделить вот эту большую ферму, состоящую из 20 инстансов, на две отдельных фермы, то есть у меня будет два сервера, и у каждого сервера будут свои клиенты, то мне достаточно с помощью функции переименования, например, сделать render 2, переименовать, а затем правой кнопкой мыши Instance State Reboot перезагрузить этот инстанс, он уже будет загружен как отдельный TeamRender ферма. То есть мы можем переименовать здесь, сейчас я не буду это делать, потому что у меня идет рендер, мы можем переименовать здесь несколько инстансов, например, около 10 штук, сделать их render 2, затем выбрать несколько этих инстансов и правой кнопкой мыши Instance State Reboot, они перезагрузятся, и один из инстансов среди всех перезагруженных назначит себя сервером, а все остальные из этой группы render 2 будут назначены его клиентами, и нам также на push bullet, либо на электронную почту, в зависимости от того, что вы указали у себя в настройках во время установки программы, придет, соответственно, ссылка на новый TeamRender сервер, и у вас уже будет здесь новая вкладка, и вы можете нагружать его здесь новыми заданиями. То есть у вас будет как бы две независимых фермы, которые будут параллельно работать. TeamRender Cloud Control позволяет запускать TeamRender без подключения непосредственно к самому инстансу в автоматическом режиме, и основная ее задача через мониторинг определять, когда рендеринг останавливается, и согласно тем настройкам, которые здесь есть, TeamRender Action и TeamRender Time, останавливать и либо отправлять сообщения в определенное время после того, как ферма переходит в состояние простое. То есть сейчас у меня 2 минуты здесь стоит, и Action будет стоп. Кроме стоп, здесь доступен action действие terminate, то есть инстанс будет терминироваться сразу после остановки, после того, как он переходит в статус idle после определенного времени. Либо просто будет сообщение приходить, например, если мы выберем здесь и переименуем, напишем здесь message, то есть в данном случае инстанс будет отправлять просто сообщение нам и оставаться в режиме standby. Что такое режим стендбай? То есть, когда мы запускаем инстанс, определенное время виртуальная машина находится в режиме ожидания до тех пор, пока первый раз не получит статус busy, когда мы ее первый раз не нагрузим. После того, как рендеринг заканчивается, потребление процессора опускается до нуля, и, соответственно, монитор, небольшая утилита, которая находится внутри инстанса, она определяет это событие и видит, что TeamRender клиент находится в состоянии простое. И после этого события она отчитывает время, TeamRender Time, и после этого выполняет действие, которое находится в этой колонке. Итак, у нас заканчивается просчет второго задания, анимация логотипа, у нас около 500 файлов, 540 в результатах. Единичный файл от Алексея Брина у нас просчитался за 59 минут 47 секунд. И, соответственно, анимация заканчивает примерно так же, в такой же диапазон укладывается, почти 2 часа у нас будет идти работа. И здесь на вкладке Info Application Uptime можно посмотреть полностью суммарное количество времени, сколько работает сервер от начала своего запуска. 2 часа 12 минут полностью идет работа. То есть мы не уложились в 2 часа, у нас выходит 3 неполных часа, нам придется заплатить. То есть 3 умножить на 2, у нас полностью за 3 часа будет $6 суммарное количество денег.
Соответственно, идет работа, идет рендеринг. Результаты рендеринга сохраняются в облако. Вот здесь вот у меня здесь в папке лого сохраняются результаты анимации. Все архивируется. И, соответственно, логотип, соответственно, от Алексея, также результаты, и автоматически в процессе идет синхронизация. Все результаты мне тут же падают на мой компьютер через Google Диск. Как только работа облака закончится, инстансы автоматически будут удалены, терминированы, но результаты рендеринга будут уже сохранены у меня на компьютере, и я ничего не потеряю. Давайте вот пока у нас идет работа, вот уже какие-то клиенты начинают уже отсоединяться. Idle offline. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Обновим здесь статус. И что мы видим? Некоторые инстансы уже начинают отключаться. То есть они прекратили свою работу. У них закончились задания. Они просчитали полностью все свои файлы в секвенции и автоматически через 2 минуты начинают отключаться. И вот вы видите, сейчас происходит процесс. Вот можно здесь отсортировать. То есть вот у нас несколько штук уже терминировалось. Самым последним будет терминироваться сервер. У него здесь 10 минут стоит. Можно сделать меньше. И надо не забыть, что он не только у нас будет терминирован, но еще должен прислать нам сообщение о том, что он отключился и рендеринг закончен. Пока у нас сервер не терминировался, мы можем даже провести такой вот сравнительный, грубый такой сравнительный подсчет. То есть у нас наша общая ферма, которую мы сегодня запустили, она имеет мощность 10 тысяч Cinebench попугаев. Давайте сейчас попробуем сравнить с Rebus Farm, например, с самой знаменитой рендер-фермой. Рассчитать стоимость. Не знаю, насколько корректным будет такой метод подсчета. Итак, вот у нас есть Single Frame. Это проект Алексея Брина, я считал. Он у нас считался 59 минут 47 секунд. Ну, грубо 60 минут. Давайте Single Frame. 60 минут мы считали его. И Calculate with my Cinebench. Наш Cinebench это 10 тысяч. То есть мы возьмем суммарный показатель полностью всей рендер-фермы. И посмотрим, что у нас получается. И в долларах. Rebus Farm у нас бы за такую работу взял $14. И у нас это считалось 1 час. Но Rebus Farm на 100 своих нодах просчитал бы нам наш проект за 13 минут. И 0,13 часа. Ну, здесь, собственно, 0,27 часа. То есть в итоге, получается, мы считали 1 час. И заплатили за это, если 1 час, то заплатили за это буквально $2. Если бы мы считали то же самое на Rebus Farm, мы бы заплатили $14, но произошло бы это гораздо быстрее, естественно. Ну, про поводу скорости мы могли бы также выбрать здесь инстанс помощнее, не G2.2 Xlarge, а взять, например, из таблицы какой-нибудь, например, C4.8 Xlarge, который один выбивает 2716 очков. И можно было бы сравнить, конечно, скорость на более мощных инстансах. Это в том случае, если вам в первую очередь нужна была скорость просчета, а не как, допустим, в данном случае я мог себе выделить 2 часа и просчитать, допустим, не 13 минут, а час. Но сэкономить заметно и вместо 14 баксов заплатить всего 2. То есть за конкретное задание. Ну а полностью рендер весь у нас занял здесь 3 часа. 3 умножить на 2. Получается 6 баксов. У нас ушел весь рендер. Тут бы мы заплатили 14 баксов только за один вот этот вот проект. Вот это статичный кадр. Итак, работа полностью закончена. Если на вкладке монитор мы переключимся, мы увидим, что у нас полностью все клиенты находятся в офлайне, кроме одного, того клиента, который вместе с сервером находится у нас на одном инстансе. То есть здесь в панели мы видим, что у нас рабочий инстанс остался только один, там, где располагается сервер. В данный момент сервер сейчас заканчивает синхронизацию с помощью Always Sync, заканчивает синхронизацию полученных файлов и загружает их на облако. Если файлы загружены полностью,
Вот смотрите, у нас сейчас пришло сообщение нам от нашего инстанса. Instance с ID was terminated, check out the status. И ссылка приходит на консоль. Мы можем сейчас перейти, обновить. И смотрите, наш сервер тоже переходит в состояние shutdown. Почему? За что мы платим? Мы платим, естественно, непосредственно за инстансы, за работу наших инстансов. Мы платим за хранение образов на снапшотах определенную сумму. И платим за исходящий трафик, который исходит из наших инстансов. Чтобы сэкономить исходящий трафик, нам нужно его минимизировать. Поэтому я рекомендую ставить специальные программы наподобие AlwaysSync, которые будут архивировать полностью все файлы, которые уходят с этого инстанса на внешние ресурсы. Либо непосредственно сразу к вам на машину, либо, допустим, как сюда на Google Диск. Таким образом работает TeamRender в облаке. Как видите, все происходит достаточно просто и без необходимости вручную собирать TeamRender ферму. Вы можете собрать, естественно, сделать запрос не только на 20 инстансов, но и там на 100 и на 150. Я сделал специальный сайт, посвященный TeamRender Cloud Control, который содержит полностью всю информацию и, разумеется, демонстрацию работы, ту, которую вы сейчас видите. Здесь перечислены все возможности программы, можно ее приобрести с этого сайта. Также есть раздел FAQ, то есть часто задаваемые вопросы, что такое TeamRender, что такое Amazon Web Services. И если некоторые вопросы вам показались не до конца раскрытыми, а может быть некоторых, которых вам не хватает, вы здесь не нашли, вы можете оставить здесь комментарий, и я обязательно в ответе на ваш комментарий постараюсь помочь вам в разрешении этих вопросов. Также здесь есть раздел с видеоуроками. На этой странице вы найдете мой бесплатный видеокурс, посвященный работе в облаке Amazon Elastic Compute Cloud. Начиная от самого начала, начиная от запуска инстанса, начиная от установки ПО, какие бывают варианты приобретения инстансов. Там я конкретно раскрываю все вопросы, связанные, что такое инстансы по запросу, что такое инстансы что такое спот инстансы, и также что такое снапшоты, резервные копии, GPU инстансы, и так далее, и так далее, и так далее. Раздел TeamRender Cloud Control я буду пополнять со временем, если будут появляться какие-то новые видеоуроки, посвященные тому, как пользоваться моей утилитой TeamRender Cloud Control. Всем спасибо за внимание, друзья. Если есть вопросы, оставляйте комментарии на сайте trccmyqden.net. Всем спасибо, всем до свидания.